Здравствуйте! У меня для весов сегодня гадание 3 случайные карты. Мы с картами, это будут 3 разных колоды, попробуем рассказать вам о том, что чрезвычайно актуально именно сегодня или вчера, или немножко завтра в вашей жизни. Это будет то, на что вы сознательно не обращаете внимания, игнорируете, например. А может быть то, о чем вы совершенно искренне не догадываетесь. Как обычно, карты Таро сделают для вас предсказания, пророчества о судьбе, что-то посоветуют, на что-то обратят внимание, а может быть, расскажут нам ваши тайны. В середине гадания я зачитаю вам сказку на ночь. И неважно, в какое время дня вы смотрите это видео, может быть, в самом его начале, на рабочем месте. Но сказка называется все равно «На ночь». Итак, представляю вам карты. Это 3 разных набора Таро. Первые карты – испанское Таро. Примечательна эта колода тем, что в ней 2 комплекта старших арканов. Поэтому не удивляйтесь, если вам выпадут, например, 2 колеса фортуны. Так тому и быть. Здесь не 78 карт, а 100 в этой связи. Следующие карты называются Висконти. Таро Висконти. Просто блестящие, знаете, карты сверкающие, блестящие. Видите? А поэтому гадание должно давать блестящие результаты. И, наконец, вот такой вот набор карт. Это классическое Таро, неоклассика скорее. Очень понятные, тоже красивые карты с наглядными и уместными иллюстрациями. Мы начинаем. Сейчас, пока я тщательно перемешиваю для вас карты, прошу вас подумать о том, что важно для вас. Таким образом вы перетянете это гадание на себя, на свою сторону, и оно перестанет быть общим. Оно станет немножко или полностью вашим, личным, персональным, и станет интересным и полезным именно для вас. Работа вас интересует, или деньги, или, может быть, любовь, или творчество. Вопросы могут быть совершенно любыми. Мы спрашиваем карты обо всем, и каждый получит именно свой ответ. Одна карта из испанского Таро. Карты очень качественные. Не могу не сказать, не могу не отметить, что карты очень качественные. И вам достается карта Луна. Ну что ж, такое интересное выразительное начало. Не скажу, хорошее или плохое, это будет зависеть от соседних карт. Но выразительное — это все-таки старший аркан. Явно, что что-то серьезное мы услышим, узнаем, что-то серьезное. Дальше. Следующая колода. Таро Висконти. Тройка пентаклей. Ну, что ж, неплохо. Это достаточно бытовая, повседневная карта, которая очень практичные ответы на самые простые вопросы дает. Но это тройка, карта продолжений, поэтому скорее значение ее будет и в этом гадании оптимистичным. И теперь третья карта для... Так, надо показать, что я перемешиваю. Для весов. Угу. Карта Звезда, снова старший аркан, поэтому посмотрите, все по-крупному. Крупные сообщения, большие ставки и все такое важное для вас. Ну а теперь сказка. Для каждого знака зодиака я выбираю свою персональную сказку. Поэтому, если вы хотите больше сказок, то смотрите гадания для других знаков. Там они будут, соответственно, другие. Итак, для весов сказка называется
деревянная купечка, деревянная миска. Один больной старик жил при своем сыне в его доме со снохой и 4-летним внуком. Руки его тряслись, старый он был, руки его тряслись, взгляд был замутнен, и он едва ходил. И вся семья ела вместе, ужинали они вместе, но слабое зрение дедушки и трясущиеся руки превращали кормление, вот этот вот процесс приема пищи в целое испытание. Зерна рассыпались у него по столу. Если он брал чашу, то молоко разливалось на скатерть. Сын и его жена очень возмущались и негодовали. «Нужно что-то сделать. Так не может продолжаться», — сказал сын своему отцу. «Это отвратительно смотреть, как ты разливаешь молоко и разбрасываешь еду по полу». И тогда сын с женой вдвоем решили сделать отдельный стол в углу для этого старика. И тогда дедушка сидел отдельно, пока все собирались за общим столом. После того, как он разбил 1 или 2 тарелки, сын с снохой ему стали подавать еду в деревянной миске. Сказка так называется, деревянная купечка. В деревянной купечке. Вот. И когда семейство посмотрело на дедушку, они увидели слезы в его глазах. Но увидели слезы в его глазах, потому что он уже ел за отдельным столом где-то в углу и из деревянной миски. Вот. Но они обратили его внимание только на то, что он все-таки терял вилки и рассыпал еду. И вот в один прекрасный день вечером мужчина заметил, что маленький его ребенок, 4-летний сын, играет с деревянными кубиками на полу. «Что ты делаешь?» – спросил он ребенка. И ребенок ответил, это кульминация в этой сказке: «Я приготовляю деревянные миски для тебя и мамы, чтобы вас кормить, когда вы состаритесь», ответил ребенок сладким-сладким голоском, вот таким, как у меня сейчас. Родители были совершенно поражены и сильно задумались. По их лицам потекли слезы, и они вдвоем, не сговариваясь, знали, что они сделают. Вечером сын взял на руки своего отца и очень внимательно, нежно и посадил его за общий стол. И тот сидел за общим столом вместе с другими до конца своих дней. И теперь уже никто не сердился, когда дедушка уронял вилку, разливал молоко или пачкал скатерть. И теперь уже выводы. Дети очень чувствительны, глаза их видят, уши слышат, и сознание их запоминает абсолютно все, что случается вокруг. И если они видят теплую семейную атмосферу в своем доме, то обязательно повторят такое поведение и в своей жизни. Мудрые родители понимают, что каждый день складывают новые камни, которыми выстраивают будущее ребенка. И давайте будем, это взываем мы к читателю, к зрителю, давайте будем мудрыми строителями. Конечно, актуальна эта сказка для тех, кто сейчас выращивает маленьких детей. Помните об этом. Я почему-то знаю эту сказку с детства.
не думаю, что это как-то актуально было для меня, для моей жизни, ну, не знаю, знаю с детства. Но теперь к картам. Во-первых, весам выпадает карта Луна. Луна рассказывает много о чем. Ну, знаете, как вообще Луна. Что такое Луна? Да, это вот небесное вот это тело, которое мы постоянно видим каждый вечер, каждую ночь на небе. И ничего про нее не знаем. Кто-то на нее высаживался, но это не точно. И повернута она к нам всегда одной стороной. А что на оборотной стороне этого спутника Земли? Мы не знаем, откуда она взялась, от чего откололась, или мы откололись от нее. Это тоже неизвестно. На самом деле там много-много тайн. Поэтому, друзья, понятно, что карта Луна в системе Таро обозначает в первую очередь тайну. Эта карта весам говорит: обратите внимание, в вашей жизни сейчас есть тайна или есть место для тайны. Это не обязательно злостный обман, как, естественно, мы такие недоверчивые, мы такие тревожные, мы, естественно, сразу придумали какую-то измену, какое-то такое вселенское зло по отношению к нам. Нет. Луна здесь это скорее информация отрицательная, положительная или нейтральная для вас. Но это то, что сокрыто. Вот смысл в том, что вы этого не знаете. Есть какой-то набор сведений, обстоятельств, достаточно близких и, может быть, влияющих сейчас на вашу жизнь, про которые вы совершенно не знаете. Надо вам про это знать? Мы тоже не скажем, не подскажем. Что-то крутится, что-то, знаете, Вселенная готовит для вас какие-то сообщения. Может быть, вот это незнание, отсутствие информации сейчас для вас как раз то, что надо. Может быть, для вас это и то самое спасение. Естественно, карта это очень эмоциональная и чувственная, и она немножко отсылает весов, немножко, не напрямую, не прямым текстом шлет, отсылает весов куда-то в романтические дела или в романтические дебри. Она заставляет задуматься о том, что происходит в семье, между супругами, например, или между вами и вашим женихом, состоявшимся, или между вами и тем, кого вы только выбрали себе в женихи на будущее. А карта Луна описывает и приход нового чувства, зарождение какой-то новой романтической истории, по разным причинам тайной. Карта Луна часто описывает чувства любовные, достаточно сильные, глубокие, но такие, которые нельзя обнародовать, по каким-то причинам сейчас нельзя показать. Это могут быть чувства другого человека к вам. Они как-то крутятся по-своему, как, знаете, лунные лучи. Они освещают, но не греют. По-своему освещают чье-то внимание в вашу жизнь, но вам от этого теперь не тепло и не холодно. Какой совет дает карта Луна? Ну, естественно, будьте внимательны. Она включает интуицию, активирует вашу интуицию. Интуиция у вас есть у кого-то, а у кого-то ее нету. Это во многом зависит от, во-первых, осознанности бытия, и во многом это зависит от состава вашей натальной карты, от того, в каком знаке, например, та самая Луна в вашем гороскопе рождения находится. Еще много-много там есть каких-то факторов. Но попробовать послушать себя можно, это всегда полезно и всегда уместно. Так, например, вы можете с каким-то особенным, несвойственным для себя вниманием записывать, анализировать собственные сны. Вот эта сокрытая для вас информация может являться во сне в виде символов, образов и самых странных, необычных сюжетов. Попробуйте докопаться, вскрыть вот это все сокрытое. Дальше выпадает тройка пентаклей. Если мы буквально ее название обращаем внимание, она называется «работа». Что бы она ни значила, но
Это работа, это такой момент, когда человек работает над собой, над отношениями, над обстоятельствами. Работать можно по-разному, да, потому что можно и строить светлое будущее, а можно и кому-то яму копать. Здесь диапазон самый широкий. Поэтому в первую очередь вот эта вот ваша тайна, которая сейчас для вас готовится, где-то варится, касается вашей работы, она касается ваших дел, например, текущей работы, перспективы на которые вы пока не знаете, то есть это карьерный рост, а может быть наоборот разорение компании. Это может быть тайна про новую работу, которую вы ищете или скоро найдете, поэтому вам Вселенная или высшие силы предложат ту самую новую работу. Вместе эти карты могут описывать дело, которое уже делается, то, чем вы сейчас занимаетесь, бизнес, например, свой развиваете или строите дом, и делаете вы это в обстановке плохой видимости, ничего не зная, не понимая, пробираясь как в туман, на ощупь абсолютно, пробираясь к какому-то результату. Это некоторая запутанность еще и в денежных делах, потому что тройка пентаклей, ну это пентакли, это денежная масть, тайна, связанная с деньгами. Не слишком большими, не спешите пугаться. Это скорее деньги очень повседневные. Доходы, расходы. Неожиданно большие расходы могут оказаться. Ну и доходы тоже. Неожиданно большие, чем ожидалось. Случайная премия, случайные лишние деньги, случайные суммы, случайно выгодные покупки, например. Интересно, что здесь есть еще один старший аркан, это уже карта звезда. Если бы вот этот набор у нас не разбавляла такая практичная, скучная тройка пентаклей, то я бы сказала: ого, весы-то вон чего, замечтались, и похоже, что мечта близка к исполнению, мечта какая-то обоснованная, и она и романтическая может быть, потому что вместе вот эти вот карты заявляются к вам как совет. Мечтайте. Даже если не знаете о чем, да, даже не знаете, насколько можете рассчитывать на результат, сейчас вы очень близки вот к этому моменту, к моменту прозрения. Это вместе карты говорят, например, что можно сейчас нащупать новую мечту. Она может у вас родиться. Причем такая довольно мечта-то близкая, потому что карта Луна часто описывает коротенький период продолжительностью в один лунный месяц. Вот если мы сейчас находимся в одной фазе, допустим, лунной, вот вы посмотрите там лунный календарь, чтобы сориентироваться, то примерно когда Луна такое же положение, подобное, через месяц займет, мечте вашей суждено сбыться. Вместе эти карты говорят, что вам полезно сейчас быть непрактичными и очень интуитивно и иррационально двигаться по жизни. Но раз у нас опять как раз рациональная тройка пентаклей есть, поэтому вместе этот набор карт советует вам решать самые логические, практические жизненные задачи нерациональными способами. Вот представьте, бывает такое, бывают такие периоды в жизни, а бывают и люди, у которых, с такими судьбами, которым подходят вот такие вот алгоритмы, то есть отбросив логику, двигаться только интуитивно. Вот чего от вас сейчас хотят карты. Будьте практичны, занимайтесь своим кошельком, занимайтесь очень созидательными и даже хозяйственными делами, да хоть ремонтом и огородом, но при этом во всем наблюдайте свою звезду, ступайте за своей звездой. Карты предлагают вам и необоснованные риски, когда вы полагаетесь только на собственные догадки, ничего не зная там о собственных возможностях и уж тем более о результатах. Это хороший набор карт. Карты описывают, во-первых, состоятельность, да, и содержательность вашей повседневной жизни. То есть мы понимаем, что какого-то кризиса даже сокрытого в жизни весов сейчас нет, абсолютно не наблюдается. Все в вашей жизни, семье, в доме и в сердце находится на своих местах. И жизнь
И ваша судьба станет еще красивее, еще важнее, если вы доверитесь интуиции, доверитесь мечте, доверитесь любви, наконец. Пусть даже такой любви, которая пока не имеет точного, четких очертаний, и не имеет имени, фамилии, и четкого предмета. Но я желаю вам счастья, здоровья и успехов. Увидимся!